Ну вот интересные цифры одного из последних опросов в ЦИОМ насчет реформы судебной системы. Всего 12% россиян считают вообще эту тему значимой. Это после послания Медведева. Это удивительно. В последнее время, я просто внимательно за этим слежу, наблюдается на самом деле, так сказать, ну вот в людях просыпается все больше и больше народу, в суд идет. Причем идут вопреки даже очевидной, ну, выиграть в суде можно по гражданскому делу, например, но на это надо потратить такие усилия, которые непропорционально выигрыш, которого все равно не получишь, потому что решение не исполняется. Но, тем не менее, все больше и больше заводится каких-то азартных людей, которые прут. Это вот такой экстремальный спорт в России. Да? Вот выиграть у магазина, скажем, там, или у мента. Да? За это можно получить по морде, еще хуже себе сделать. Но вот и таких людей становится все больше. То есть идет рост понимания, что в суде можно по некоторому мелкому делу выиграть. Но в уголовных делах этого нет. Да? Уголовный суд лежит полностью под презумпцией правоты мента. Да? И судьи, их нельзя назвать, даже большинство судей, они, ну как бы, вот субъективно они честные люди, там, большинство не какие-то там злодеи или взяточники, нет. Но они таким образом воспитаны, из системы выращены, что они исходят из презумпции правоты власти. Презумпция невиновности для них пустой звук. Да? Всегда слушают обвинения и не слушают защиту, там, адвокаты там вообще. Это вот ситуация такая, это огромная проблема. Как вы считаете, каким следующий год будет для Ходорковского и Лебедева, для этого процесса? Ой, мне хочется уже, чтобы он закончился. Вот этот старый закончился? Или процесс закончился? Закрытием этого процесса и ввиду не подтвердившихся данных согласно обвинительному заключению прокуроров, вот просто кончить его, невиновны они по этому второму делу, а по первому, раз уж так случилось, отпустить его на свободу по условно-досрочно. Но по второму делу, ну просто нет ничего, да, потому что хищение как бы выглядит анекдотическим, а если нет хищения, нечего отмывать, отмывания-то нет как такового, да, поэтому вот, но сможет ли судья вынести оправдательный вердикт? Дай ему Бог, но я в это сегодня не верю, да, сегодня я в это не верю. У меня вот ощущение, что это все так тянется, а в этот момент еще не решено, что делать-то. Но вот вы говорили о том, что сейчас как-то пошла новая такая волна интереса к этому процессу, и он, ну, во многом ведь подогревается... Среди народа. А народ интересуется, уже нету истерики, я постоянно живу в интернете, там нету уже истерики по поводу того, что он олигарх, что он там награбил чего-то. Уже та стадия пройдена, уже есть стадия интереса. А что, собственно, чего там такое? На Первом канале или на Втором ее вообще нету, да? Хотя это, безусловно, значимое дело, но раз в неделю-то дайте что-нибудь там, 3 минуты про это, ведь этого нет. Там-то абсолютно искусственно это затерло, хотя это, конечно, процесс чрезвычайно важный для страны и показательный. Показательный прежде всего потому, что в регионах аналогичных процессов по смыслу десятки и, может быть, сотни, да? А этот процесс был первым, он открыл как бы дорогу к этому, поэтому это важнейшая тема, которая всем интересна на самом деле, но ее в государственных средствах массовой информации, которые полностью относятся к телевидению, к сожалению, РЕН-ТВ тоже, ее нету. Она есть только в «Новой газете», там на «Эхо Москвы» и все. Но на самом деле в государственных СМИ вам на эту реплику скажут, что нет информационного повода показывать процесс. Ну, это ерунда, чепуха. Почему? Сколько угодно. Во-первых, вы как профессионал понимаете, что информационный повод найти это вообще не проблема, да? Да их сколько угодно, и настоящих информационных. Не, сейчас они косяком, по-моему, пошли. Одно решение Страсбургского суда. Верховный суд принял к производству надзорную жалобу, по-моему, в связи с открывшимся или по решению. А в маршах несогласных участвуют маргиналы. Поэтому ну, это очень редко, да. Нет, я объясняю мотивировку, почему их не показывают, как правило. У нас уже к маргиналам перечислены и экологи, и адвокаты, и журналисты оппозиционные. А судебная журналистика, например, это просто моя больная тема, я этим много занимаюсь, она вытеснена, на самом деле, в первую очередь из телевизора, чернухой, криминальным, как вот отрезанные головы, там, дорожный патруль, там, что там, поехал, снял гора трупов, и все. Нет аналитики, что происходит в суде, как решается судьба. Кстати, про расследовательскую судебную журналистику вы сказали перед эфиром, что какой-то новый курс набирается на факультете журналистики. Да, это идея «Новой газеты» Дмитрия Муратова, это идея Павла Гутионтова и Елены Вартановой и Ясина Засурского. С нового года вводится такой факультативный курс расследовательской журналистики. Леонид Васильевич там будет
одним из лекторов. Это именно на студентов рассчитано или это кто-то еще со стороны? На студентов. На Да, на студентов. Просто сейчас студенты, конечно, есть и очень хорошие, я просто сама преподаватель, поэтому с разными группами имею дело время от времени, но очень многие студенты, они говорят, что, ну, про политическую журналистику, они говорят, даже нам и не интересно это, и вообще что это, и этого нет, ну, во многом они и правы, но очень многие говорят, что мы хотим работать в глянцевом журнале, и все. Да, хорошо платят, весело, прикольно. Да, прикольно. А как привить-то вкус вот людям, студентам? Нет, есть, я думаю, что меня вообще очень удивляет в «Новой газете», вот откуда-то берется молодняк, который там, ну, супер, замечательные люди. Ну, такие люди по складу характера. Вот они журналисты по крови, да. И то они, в общем, даже молодые уже некоторые устают, уходят куда-то, так сказать. Ну, денег нету, ничего нету. Да. По поводу журналистских расследований сказать, на самом деле, конечно, не будет спроса сегодня, да. Это страшно дорогостоящая, длинная вещь. Надо все забросить, несколько месяцев заниматься одной темой. В это время ничего другого не напечатаешь. Это просто зубы на полку надо положить. Денег-то нет на это. Поэтому сегодня 99%, ну может 95% расследований – это заказуха во всем регионе. А это невозможно делать без оплаты. А на телевидении можете назвать хотя бы одну программу какую-то? Я вообще ничего не могу на телевидении назвать, кроме футбола, и то редко его смотрю. А больше я ничего не смотрю по телевидению. Все-таки, возвращаясь к теме Нового года, с которой мы начали, есть у вас какие-то пожелания Ходорковскому и Лебедеву вот, на год грядущий? Я 4 Новых года встретил в тюрьме, поэтому для меня это как праздник такой смешной. Вот, хотя был когда-то хороший. Ну, я хочу им пожелать вот той же выдержки, а я точно знаю, что они чем дальше, тем становятся трезвее, крепче, сильнее, морально прежде всего. И чтобы они вот эту способность в себе сохраняли год от года, невзирая ни на что. Я думаю, только здоровье и сил, все остальное у них есть на самом деле. И у них есть свобода, как это ни странно, в тюрьме. И вот, на мой взгляд, у Ходорковского свободы больше, чем когда он был зашоренным в силу своего олигархического положения. У него свободы больше времени подумать, он как-то стал свободнее, да. И поэтому только здоровье и его сил. Григорий Пасько, Леонид Никитинский были сегодня на территории гласности. Программу провела Ксения Туркова. Будем ждать, когда одни процессы закончатся, а другие процессы в обществе и во власти наконец начнутся.